Это последняя заключительная часть мастер-класса по такому тигренку. Ссылочки на первые две части я оставлю в описании под видео. Переходите и вяжите вместе со мной. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и ставьте лайки. Смотрите, беру просто глазик вот этим вот горячим клеем, ножку всю обхожу и быстренько ее вставляю вот сразу туда, куда нужно. Видите, вставила и держу. Здесь я просто до этого уже вставила, поэтому два глазика сразу держу. Держу вот так вот, придавив. Ну, минуточку подержу, хоть он быстрее застывает, но все равно. Может, не минуточку, 30 секунд. Вот, видите? И вот такие вот глазки у меня уже приклеены. Держатся они хорошо. Теперь смотрите, можно сделать белой ниточкой вот этот вот белочек такой сейчас. Смотрите, сейчас сделаем вот эти белые штучки возле глазиков. Просто вот захожу иголочкой, у меня иголочка пластмассовая, вот с ниткой плюшевой, белой. Я захожу вот тут вот в серединку глазика. Ниточку вытягиваю, хвостик оставляю. И теперь просто его вот тут вот по краешку вот сюда вот зайду. Пока что выйду здесь. Сильно не затягивайте, чтобы ниточка никуда у нас не сильно не стянулась. Пусть вот так вот и будет. Видите? И с этого глазика, вот с этим глазиком то же самое делаем. Выходим. Сейчас куда-то поближе тут выйду, то неудобно отсюда зайти. Так. Тоже посерединке захожу глазика. Вот так вот. И в уголочек. Выходим, подтягиваем ниточку. И вот такая вот красота получается. Все, теперь эти ниточки ведем эту ниточку я веду к вот этому кончику. Сейчас тут же в эти самые петельки заходим, чтобы не видно было. В ту же петельку зашла и вот здесь вот вышла. Просто завязываю узелочек и обрежу эту нитку и спрячу его внутрь. Вот так вот крючочком уже цепляю и спрятала вовнутрь. Так, с глазками готово. Глазки оформили. Такая вот красота получается. По мордочке, смотрите, хотела тоже показать. У меня сейчас мордочка вот так вот идет. В этом тигренке она у меня вот так. А ну как вам так показать? Вот так вот идет. Видите, здесь не сплюснуто. Ну, в общем-то, и так красиво. Поэтому, как сделаете, как получится, думаю, все равно будет красиво. Ушки. Смотрите, ушки нам нужно пришить близко к глазику. Вот глаз у нас
И тут буквально через 3 петельки уже ушко идет. И оно практически доходит до середины глаза, видите? С этой стороны здесь подальше. То есть просто мы их так пришиваем. Тоже обычной иголкой с ниткой. Берем ухо наше, ставим. Тоже вы, конечно, смотрите, как вам нравится, но мне именно вот так вот нравится. Взяли вот так вот, поставили. Вот так вот подставили к глазику и пришили. Сюда поближе, сюда подальше. Одно ушко и точно так же второе ушко. Вот так вот пришьем. Тоже обычной иголочкой с ниткой самостоятельно берем и пришиваем. Вот так вот я пришила ушки. Очень красиво получилось. И даже я вам скажу, что если бы не мастер-класс, в котором нужно показать по максимуму похожего на этого львенка, я бы вот эту вот грудку с ротиком даже не вязала вот тому тигренку, потому что он мне и так очень сильно нравится, и здесь даже без ротика все очень красиво смотрится. Видите, какая мордашка красивая получилась. Сзади вот так вот ушки пришиты. Ну, сейчас свяжем грудку и ротик. Я буду вязать полустолбиками с накидом. Берем тот же 4-й крючок. Делаю петельку и набираю 5 воздушных петель белой ниткой же. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаю накид и со второй петли от крючка провязываю 4 полустолбика с накидом. Полустолбики с накидом я уже не один раз показывала, как вязать, поэтому сейчас не останавливаюсь. 3, 4. Вот так вот связали. Делаем воздушную петельку, разворачиваем вязание и провязываем здесь 4 полустолбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Снова делаем воздушную петельку. И теперь делаем прибавку. Сразу с первой петельки делаем прибавку. Теперь провязываем 2 полустолбика с накидом. И в последнюю петельку снова делаем прибавку. Воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем 6 полустолбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова делаем воздушную петельку и вяжем 6 полустолбиков с накидом. И вот таким образом будем вязать несколько рядов. 4-5. Примеряйте по своей игрушке. Снова воздушная петелька, развернулись и 6 полустолбиков с накидом. Развернулись и 6 полустолбиков с накидом. Сейчас я примеряю. Это у нас низ, мы начинали. Я прикладываю ее отсюда где-то посредине лапок. Ну, сейчас еще несколько штук провяжу и посмотрю вообще по ротику.
Так, смотрите, мы здесь закончили на том, что провязали несколько рядов по 6 полустолбиков с накидом. Я провязала 5 таких рядов. Снова сделала воздушную петлю, развернула. Сейчас сделаем 2 убавки. В начале и в конце ряда по убавочке. Я сделала накид, захожу вот в одну петельку, во вторую петельку. У меня сейчас 4 на крючке, провязала за один раз. Это одна убавка. Сейчас провяжем 2 полустолбика с накидом. Да, вот это один полустолбик с накидом, это второй. И вот тут 2 петельки остается. Снова делаем накид, заходим в одну петельку, ниточку вытягиваем. И во вторую петельку заходим, ниточку вытягиваем и провязываем. Теперь у нас 4 полустолбика с накидом. Мы сделали снова воздушную петельку, развернулись и провяжем эти 4 полустолбика с накидом. 2, 3, 4. Сейчас сделаю петельку, приложу и посмотрю, все ли мне подходит. Где-то от середины грудочки начинаем. Нужно от середины, в смысле от ножек начинаем. Я думаю, достаточно. И вот это у нас сразу идет на ротик. И вот тут мы пришьем. Так, я теперь хочу еще... наверное, сейчас еще один ряд провяжу, чтобы выйти на эту сторону. Хочу тут обвязать. Поэтому я делаю накид и провязываю еще 4 полустолбика с накидом с другой стороны. И здесь я просто хочу тоже полустолбиками с накидом обвязать край. Ну, тут уже петельки куда получается вяжите, это не принципиально. И вот к этому кончику я выйду. Как-то далеко хочу еще поближе провязать одну петельку. Сделала соединительный столбик, тут нитку обрежу и завяжу узелок здесь с этой ниточкой. И обработаю просто обычной иголкой с ниткой, чтобы она у меня никуда не делась. Так вот я обрезала. Так, ну а теперь понятно, да, что нужно. Я вот тут, получается, просто обычной иголкой с ниткой прошила. Теперь смотрите, как мы прикладываем. Чтобы вот здесь вот, наверное, я вот так сейчас сделаю, чтобы вот здесь вот у нас был ротик. Видите, до этой части прям можно тогда отсюда и начать пришивать. Да? Сейчас я сделаю этот узелочек и начну пришивать с другой стороны, ну, чтобы ротик у нас оказался на месте. Смотрите, ротик мы пришиваем просто, вот видите, отсюда я начинаю пришивать и пошла. Пошла. Вот так вот приложила, как вам нравится, видите? Вот так вот. И ротик формируем вот тут вот хорошо. Прихватили с одной стороны и с другой стороны. Прям прошили, а ротик у нас вот такой вот останется. Видите, какая красота. И все, и потом идем вот так вот по краю. Полностью пришили. И будет готово. То есть, ребят, давайте тоже самостоятельно, чтобы сейчас я это пришила ровненько. Здесь ничего сложного. Все то же самое, как мы пришиваем. Если кто-то мне там напишет, что ах, не показала, как пришивать, ну извините. Ну, как бы, что тут пришивать? Просто берете и пришиваете. Здесь вообще сложностей никаких не должно возникать. Просто заходите в одну часть игрушки, в другую. Видите, мне на камеру это очень неудобно делать. Поэтому я и не показываю. Так, просто в одну часть игрушки зашли, в другую, посмотрели. Это же просто пришить. Если не так, чуть-чуть распустили, пришили по-другому. Вот видите, ротик с одной стороны уже пришила, вот с другой прихвачу, и вообще будет замечательно.
Смотрите, вкрутку я эту пришила. Вот здесь вот пришила. Ротик у меня получился маленький совсем, видите? Такой вот. Теперь сделаем на лапках вот такие вот штуки, перетяжечки. Все, тигренок будет готов. Я просто беру обычную иголочку с плотной вот этой вот ниткой. Я не знаю, наверное, вот эта нитка, с которой все любят вязать, Yarnart Jeans, она, наверное, подойдет сюда тоже. Так, я с серединки захожу, с серединки в серединку. Это сильно далеко, хочу отсюда. Вот так вот просто посередине прокладываю ниточку, а сюда выхожу немножко, видите, с края. Подтянула и затянула. Вот так вот посерединке и затянула. Можете сильно затянуть, можете не сильно, как вам больше нравится. Угу. И точно так же с другой стороны тоже с краю выхожу. Вот сюда. Вышла и тоже. Здесь я все в серединку иду, видите? С каждым разом я вот вхожу в серединку. Ну и все, тут я тоже сюда иду. Теперь снова сюда. И здесь завязываю узелок. У меня закончилась нитка, поэтому узелок я завяжу крючком. Завязала и спрятала ниточку. Все. В общем, так делаем с каждой лапкой.